Ну что, Югус SK2. Заждались? Обзорчик наконец-то подъехал. На Realtek 1325 это полностью сертифицированный ТВ-бокс. Наконец-то первый сертификат от Югус. Нифига себе событие состоялось наконец-то. Слушайте, очень интересно получилось то, что это не AMLogic, это Realtek, это платформа Skyworth Digital. В принципе, после выпуска SK1 было прогнозируемо, что они будут сотрудничать дальше уже со Skyworth. Что интересного? Netflix 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, конечно же Dolby True HD звук и DTS HD Master Audio, все это совмещено с автофреймрейтом, не только простым автофреймрейтом, но и с автофреймрейтом с QMS и VRR. Да, при поддержке вашего телевизора это тоже возможно. И сейчас многие скажут, а мы где-то это уже видели. Вы не ошибетесь, это та же самая платформа, как и GX1, да, там от Rocktech, но мы откладываем, потому что да не та. Немножко небольшие изменения внесли изменения, здесь поменяли Type-C-шку. Пожалуйста, здесь у нас есть Type-C, хотя все остальное абсолютно то же самое. Здесь у нас выход, ну давайте, если сравнивать, здесь у нас выход, вот, пожалуйста, есть SPDIF, здесь у нас нет выхода 3.5, который был, допустим, в самом GX1, есть вот такой вот HDMI-чик, LAN J45 на 100 мегабит, и есть у нас, конечно же, разъем питания под вот этот вот блок питания, который идет 12 вольт 1 ампер. И многие ожидали тут очень много фишек Югус, но, к сожалению, этого не состоялось. Да, сертификация это классно, но сюда не засунешь огромное количество фишек Югус, потому что пересертификация каждого такого внесенного изменения несет за собой очень много времени. А это значит, что каждая прошивка может утверждаться Гуглом от полугода до года, да и денег стоит нереальных. И стоимость тогда этого ТВ-бокса будет тоже нереальная. Насчет того, сколько он стоит, мы сейчас перейдем с вами посмотрим, но скажу вам так, ссылки на этот ТВ-бокс в описании под видео, как и на другие ТВ-боксы. Например, сейчас есть акция от Технозон вместе с Nexon, удвоение пополнения. Вот, пожалуйста, сосканируйте QR-кодик, вот где-то делай вот тут свободно, давай вот здесь, да, сосканируйте QR-кодик. И, кстати, все украинские телевизионные сервисы официально вы тоже можете купить, сосканировав QR-кодик вот здесь вот, да, там, и либо в описании под видео есть ссылочка. И многие ожидали, кстати, 1000-мегабитный LAN, которого здесь нет, к сожалению, но исправить можно на ту же самую Type-C-шку, можно завести вот такой вот адаптер LAN J45, но получше не больше 350 мегабит, мы это тоже с вами протестируем. А вот за что я готов поругать Югус, так это то, что Type-C невозможно подключить вот такие вот SSD-шники, которые требуют внешнего питания. Мне приходилось, вот, например, подключать вот такой вот с таким вот кабелем внешнего питания, грубо говоря, и тогда они заводились, их было видно. Ну, тут уж есть как есть. Теперь пульт, вот такой вот пульт у нас с кнопкой кастомизируемой под приложение и с дополнительной инфракрасной опцией. Мы еще покажем в обзорчике, как он настраивается. В самом комплекте больше ничего нет, кроме того, что у нас вот такой вот красивый карабасик, вот такая вот коробочка, и все, больше там ничего не было. Да, HDMI-чик был. А HDMI, самый обыкновенный HDMI, который, честно говоря, самый обыкновенный, но рабочий. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Да, HDMI, ничего интересного. Слушайте, я готов уже сделать обзорчик, скажем так, начать тестирование, но перед этим мы с вами посмотрим, сколько он стоит и где его можно купить. Ссылки в описании под видео, еще раз говорю, подписываемся, нажимаем колокольчик, переходим. Слушайте, ну мы с вами на Алишке, стоит он $90, есть версия американка, англичанка, австралийка и европеечка. Теперь смотрим, что у нас тут по характеристикам. Как я уже говорил, Google TV Android TV 12, ну, вернее, Google TV сверху Android TV 12, RTD 1325, Cortex A55, ARM V8.2, Mali G57. Это мы еще проверим поближе. LPDDR4 4 гигабайта, 32 гигабайта, eMMC с Wi-Fi 6. Хотя здесь заявляют 6 ГГц, я 6 ГГц пока не могу подтвердить. 802.11ax. Ну, нету здесь AXE, поэтому не могу подтвердить пока. Bluetooth 5.2, Google TV с Wi-Fi L1. Ну, по звуку я могу вам
сразу сказать, что здесь Dolby Audio, DTS HD Master Audio, Dolby True HD, это все присутствует. И видим один USB 2.0 и один USB Type-C, но тоже стандарта 2.0, HDMI 2.1 с одним SPDIF и LAN RJ45 на 100 мегабит. Больше тут ничего нам такого интересного нет. Что тут пишут еще? Ну, Google TV мы и так понимали. AIPQ — это технология, которая я вам сразу расскажу, потому что, возможно, дальше уже не буду рассказывать. Смотрите, AIPQ — это технология, которая регулирует контраст, яркость, насыщенность от сцены, ну не от сцены, а от кадра к кадру, то есть кадр за кадром, и делает вот картинку просто-напросто обалденной. То есть это отлично делается. Они прям пишут здесь, поддерживает HDR10+, Dolby Vision и AV1 кодек. Конечно же, есть автофреймрейт. Ну, про автофреймрейт мы поговорим чуть-чуть попозже. Больше ничего здесь не написано. Интерфейс Google TV. Все уже привычно. Google TV входит все больше и больше в обиход. Тут Prime Video, не бойтесь, его можно отключить. Само по себе приложение через TV Quick Actions или чего-нибудь еще. Там можно, в принципе, его рубануть, и здесь пропадет Prime Video. По поводу самого интерфейса, все гладенько, классно. Голосовой поиск, конечно же, как и вот в 2025 году, как мы уже столкнулись с тем, что и на Android TV, и на Google TV работает вот примерно так. Фильм «Черкассы». И вот мы получим там поиск только лишь в YouTube, ну, откровенно говоря, никак, но зато он работает внутри приложения. Например, если мы заходим в YouTubeчик, и даже не нужно переходить в поиск, мы просто-напросто нажимаем там канал Технозон. Он прям в интерфейсе поиска внутри приложения найдет мой канал, либо там какое-то определенное видео, и все это будет работать. То есть здесь как бы вопросов вообще нет. То есть голос для Google интерфейса, для Google TV интерфейса работает абсолютно правильно. Если вы, например, хотите вызвать Play Market, то говорите Google Play Store, он услышал, говорите, Google Play Store. По крайней мере, я так говорю, некоторые говорят просто Play Store или Google Play, оно тоже открывает. Но Google Play открыла, вообще не вопрос. Google Play, как и на обыкновенном Android TV, тут тоже вопросов у меня не возникает, все абсолютно стандартно. Относительно сертификации DRM Info мы смотрим и видим, что у нас есть и CNC Clear Key, Google Widevine Modular DRM L1 и Microsoft Play Ready DRM. Это означает, что все стриминговые сервисы, абсолютно все такие, как, например, ну я в Украине, да, там Megogo, Nexon, Свит ТВ, Kyivstar TV, они все будут работать идеально с полным набором контента. И в AIDA 64 мы с вами можем увидеть, что у нас есть, смотрите, система Skyward Digital, то есть это производитель Skyward под брендом Yugus, Realtek 1325 платформа, HRP 318, Yugus 4х32, центральный процессор 4-ядерный Cortex A55, это Realtek 1325 до 1,7 ГГц. За отображение отвечает Mali G57, интерфейс у нас в полном 4К. Ну, сеть у нас сейчас подключен Wi-Fi 5 ГГц, мы видим 1200 мегабит, это Wi-Fi 6 и Android 12 с подтвержденным у нас обновлением до 14. Если мы пойдем с вами в настроечки и по поводу автофреймрейта, ну мы еще с вами посмотрим там дальше. В принципе, автофреймрейт поддерживается полностью. И у нас есть вот такое вот использовать частоту кадров контента. Тут только с плавным переходом, это когда телевизор поддерживает VRR QMS. У вас тут есть, пожалуйста, если вы включите такой режим, ваш телевизор поддерживает, у вас в режимах появится вот такой вот от 48 до 120 Гц, вообще идеально. И без плавного перехода обыкновенный автофреймрейт, который работает в принципе, например, вот в Vimeo медиаплеере, там, в коде, в совместимых YouTube клиентах и тому подобного. То есть это такой программный автофреймрейт. Пожалуйста, все частоты поддерживаются и целые, и дробные. Тут вопросов нет. По поводу других настроечек и возможностей мультимедийных пошли посмотрим уже на сам телевизор. По поводу самих интерфейсов управления при подключении 4К телевизоров, то мы можем перейти с вами в настроечки, экран и звук, видим ASR активирован и поехали. По видео. У нас стоит сейчас режим вывода input, и в данном случае это будет адаптивный HDR. Если мы установим автоматически, то само собой здесь будет постоянный Dolby Vision, как в принципе и у ТВ-боксов конкурентов. Но, как я уже говорил, что в июне данный ТВ-бокс должен получить, до конца июня данный ТВ-бокс. Но вообще вся эта платформа на Realtek 1325 должны получить обновление до адаптивного Dolby Vision. На Dolby Vision переключим чуть попозже, потому что хочу проверить YouTubeчик. Если мы пойдем с вами в YouTube и, допустим, выберем HLG, то мы увидим, что у нас
Смотрите, сейчас переключается. HLG отрабатывает идеально. 4К 60 FPS. Мы можем включить диагностику. И в данном случае это будет работать с адаптивным HDR. Ну давайте сейчас включим 4К и перезапустим ролик, чтобы посмотреть, насколько у нас он работает. Все, включился HLG. Смотрим VP9.2, ну 5 стартовых дропов, это на переключение режимов у нас пошло. И пошло HLG BT2020, то есть гибрид лот гамма работает, он это правильно обрабатывает. По поводу скорости воспроизведения пробуем полторушечку. Конечно же должны появиться дропы, он будет сбрасывать, если что, левые кадры, но он отлично воспроизводит, видите, X1,5 часто спрашивают, давайте X2. То же самое воспроизводит X2, тут как бы вопросов нет. По поводу AV1 кодека, давайте включаем дикую реку, пробуем. HDR10 включился, AV1, ну здесь дропы, потому что мы X2 сейчас воспроизводим. Смотрите, мы сейчас X2 воспроизводим просто-напросто. Нужно поставить обычную, все. И перезапустить, посмотреть, что дропов нет. Потому что на X2 обычно дропы уходят, он просто сбрасывает лишние кадры, которые ему мешают. Смотрим воспроизведение, включился HDR10, 0 дропов. Это то, что касаемо адаптивного HDR. Если включить Dolby Vision, давайте включим автоматически, и у нас все будет, конечно же, в Dolby Vision, но Dolby Vision все равно обрабатывается правильно в том плане, что процессор Realtek 1325 все это нормально конвертирует. Так, он перезагрузился, как мы видим. Вот в этом режиме у нас появляется AutoDV и автопрогрессивный 59 Гц, при этом, что он поддерживает разрешение экрана от 720p в моем случае, при этом со всеми частотами и дробными, и частичными, то есть здесь 59 и 60. При этом, если у вас телевизор поддерживает VRR Low Latency, то вы видите сейчас вставку, там есть от 48 до 120 Гц с VRR. Классная тема. А если мы здесь переключим Always HDR на адаптив, то он переключится в режим Input, только HDR, будет без Dolby Vision. Возвращаемся в ютубчик и попробуем, как он проигрывает то же самое, что мы только что проигрывали. Давайте тот же самый Wild River, Дикая река 4К. И он играет, само собой, декодирует он, скажем так, 4К HDR, но все это конвертит в Dolby Vision. Смотрим, декодирует SMPTE 4К. Теперь по поводу Netflix. По Netflix 4К, Dolby Vision, Dolby Atmos, полная поддержка, Netflix сертифицированный бокс, при этом с автофреймрейтом тут как бы вопросов нет. Если включить воспроизведение, к сожалению, вынужден замазывать. Ну уж, извините, YouTube очень сильно сейчас ругается на такие вещи. По поводу режимов VS 10. Охренительный режим, который можно использовать на не HDR телевизорах для улучшения качества изображения старых телевизоров. То есть это когда он, допустим, метаданные Dolby Vision, HDR конвертирует и всовывает в SDR, у вас получается картинка намного лучше. Но изначально здесь качество интереснее и лучше. И вот вы сейчас видите вставку, сравнение, как он воспроизводит с VS 10, без VS 10. Это просто топово. То же самое, если брать вот этот вот пресловутый режим AISR, фишка искусственного интеллекта, которая нам дает улучшение низкобитрейтных видео, допустим, то вы видите тоже сейчас вставку, где моих 3 ролика в разном качестве. Он улучшает четкость воспроизводимого видео. Работает на всем, на YouTube, на каналах, на всем чем угодно. Достаточно интересная фишка. Это не 4К апскейлинг, это просто-напросто улучшение четкости с помощью искусственного интеллекта. По поводу подключаемых устройств и декодинга Dolby Vision. Смотрите, на текущий момент мы сейчас с вами включаем SSD-шник. Здесь немаловажный аспект, он работает только с NTFS. Вот. У меня здесь диск разделен специально, показывает exFAT и NTFS. Он работает только с NTFS. Тут как бы, вопросов нет на самом-то деле. Про Dolby Vision FL забудьте, 7-й профиль он не декодирует, это я вам сразу говорю. Вот насчет 8 и 5 вообще без вопросов.
Включаем, все отлично работает. Объясню, на ТВ-боксах без Dolby Vision он выглядел бы примерно вот так вот в фиолетовых цветах, если бы смог бы вообще декодировать. И тот же самый 8, ну здесь извините, здесь приходится мне, скажем так, чуть-чуть смазывать, потому что есть вопрос. То есть 5-й, 8-й профиль он обрабатывает, ждем адаптивный Dolby Vision, вообще будет топово. По поводу звука, Dolby Digital Plus вообще идеально проигрывает, то есть у нас на нашем ресивере мы сколько не тестировали, в нем будет работать Dolby True HD, DTS HD Master Audio, тут уж вопросов действительно по звуку нет, Realtek всегда со звуком работала отлично. Ну и давайте теперь вернемся на наш стенд. Посмотрели, в принципе, все понятно, но все это достигается с помощью вот этих вот быстрых Wi-Fi адаптеров. Давайте пробуем через обыкновенные аналити, даже не заморачиваясь, с хорошим пингом, кстати. Подключены мы сейчас к Xiaomi роутеру BE10000. И пошло-поехало. 340, 350, 360 мегабит. Там, ну, 370 я максимально видел. 363 у меня было еще. Там, я уже пишу не первый обзор на него. Скажем так, 360 на 278. Максимальные цифры, которые я видел на нем, 400 на 350. Это в некоторых ультралабораторных условиях, в моих там я могу в браузере это получить. Насчет 2,4 ГГц здесь у меня удивление было больше, потому что если включить 2,4, вот пожалуйста 2,4 ГГц, и перейти в тот же самый Analytics, то мы здесь получим для 2,4 какие-то невероятные больше, чем 200 мегабит. И я был удивлен. Я думал, сначала включил, думаю, 5 ГГц. Ничего подобного. Это 2,4 ГГц на очень хорошей скорости. 246 на 170, там, на 180. Это очень классно. Действительно классно. Дальше мы подключаем с вами LAN на J45. Даже на 200. 246 на 200. Да ладно. Подключаем LAN на J45. Выходим, дожидаемся, когда нам выдаст подключено через Ethernet. Вот, пожалуйста, подключено через Ethernet. Возвращаемся в Analytics и увидим у нас LAN-порт на 100 мегабит. Но не все потеряно, не все так плохо. Давайте сейчас рассмотрим дальше. Проверим, чтобы все было честная сотка. 93 либо 94 на 92-94 это чистая сотка, это называется база плюс служебный трафик, это 100 мегабитный порт, тут вообще вопросов нет. Но так как у этого ТВ-бокса есть Type-C порт, то мы воспользуемся вот таким вот адаптером Type-C, но это EDMAX, я вам ссылку в описании под видео закину на проверенные югриновские адаптеры, которые вот я конкретно использую, Type-C-шные классные адаптеры, можно использовать даже здесь. То есть я включаю его в USB-C и включаю в него LAN-порт. Скажу вам так, через USB-C у нас, ну вы уже видели, наверное, я вам уже говорил, да, то есть вот так вот это все дело выглядит. У нас есть Connect 1000, канальная скорость 1000 он показывает. Через Type-C нельзя подключить без внешнего питания SSD, к сожалению, он не дает такого момента. И он стандарта, скажем так, USB 2. USB 2.0, здесь нет USB 3.0, но он на этом порту, на вот таких адаптерах выдает спокойно 330-350 мегабит, и это уже даже не сотка. Для тех, у кого нет нормального, скажем так, Wi-Fi, но есть LAN на J45, вы сможете там до 350 мегабит получить через кабель с помощью дополнительного адаптера. Это одно из вариантов решений, которое, откровенно говоря, неплохой вариант решения. При этом вы можете в Type-A воткнуть дополнительно либо геймпад, либо воткнуть SSD-шник, который у меня абсолютно нормально там заработал. 325 на 270. Вопросов-то нет. Можете смотреть контентик. По поводу телевизионных каналов, OTT сервисов и тому подобных плейлистов спокойно работает, переключается быстро. Это Full HD потоки, отлично отрабатывает, без тормозов. И ничего нам не говорит о том, что оно может работать плохо. С помощью ASR это может отрабатывать вообще идеально даже на слабого качества каналах. Оно улучшает четкость, все как бы отлично. Как и в любом стриминговом сервисе, который здесь я пытался, скажем так, воспроизводить. И если вас, допустим, пугает то, что здесь USB 2, то он работает в быстром режиме. Если мы откроем, например, тот же самый LG New York 4K, а это, извините меня, 470 мегабайт на пару
скажем так, на пару десятков секунд, то это очень нормально должно работать и нормально должно пропускать. Ну и мы видим, что любой контент, любого битрейта я остановлю специально, то есть на минуту, у нас на 1 минуту 470 мегабайт. Вдумайтесь, если бы он был в таком качестве, например, там на 60 минут, да, там на 70 минут, то есть вы можете посчитать, сколько это будет в таком кодеке объемы, да, там на 90 минут, например. Он спокойно воспроизводит любой другой контент из других источников, которые я не могу называть в YouTube, работает без вопросов. Любые, тут вопросов нет, действительно можете даже не переживать. Если говорить о других сертифицированных плюшках по типу, например, Google Chromecast, я его использовал, ограничений не нашел. Я нажимаю на своем смартфоне транслировать, выбираю наш вот любимый, скажем так, TV-бокс. Все подключается, все работает, все транслирует и в принципе таким образом, выхожу в главное меню, таким образом вы можете транслировать, например, из Google Chrome что-то, вы можете транслировать из стриминговых сервисов, которые со смартфона предлагают вам трансляцию на Chromecast, тоже отлично все это реализовано. Есть у нас, конечно же, пульт кастомизируемый в плане того, что у него есть инфракрасная опция. Можем перейти с вами в настройки. Вот, пожалуйста, в самом низу пульты аксессуары. И в настройка кнопок пульте. На пульте вот можно удалить мой телевизор LG. Потому что мы можем настроить 3 разных варианта устройств: телевизор, саундбар, либо AV-ресивер, дополнительно регулировать с помощью этого пульта. Вот, пожалуйста, можем указать марку, например, у нас Sharp, и можем настроить громкость, питание, либо источник сигнала. Либо для саундбара мы можем с вами там Samsung, громкость, питание, источник сигнала, то же самое. То есть отлично это все дело реализовано, мне нравится. Вот эта реализация, она на всех сертифицированных ТВ-боксах, где есть конкретно эти пульты, она мне просто захватывает, скажем так. Югус даже реализовали здесь яркость светодиода. Вот как-то они заморочились. Правда, не знаю, почему не сделали выключение полностью. Сделали 50% яркость, 100%, да, оно регулирует, это я вижу. Короче, ребят, можно еще, знаете, чего попробовать? Можно попробовать поиграть. Вот это, кстати, интересно. Включаем донгл и геймпадик. Геймпад использую GameSir T4 Pro. Закину в описании под видео для вас ссылочку на этот геймпад и на тот геймпад, который я тоже рекомендую. Можем, вот, пожалуйста, у нас есть, сейчас он подсоединился геймпад, я его только подключил. Вот, Asphalt 8, пожалуйста, в хорошем качестве, отлично, ничего не греется, при этом он был у меня в памяти, прикиньте. То есть он хранил в памяти, при этом мы с вами клацали, ничего не тормозило, действительно хорошо организованная работа с памятью. Дождаться 14-го Google TV, дождаться адаптивного Dolby Vision, это вообще топчик. Как в принципе, не буду скрывать, Rocktech GX1 и тому подобное. Можем с вами сыграть еще в Raptide GP, достаточно тяжелая игра для ТВ-бокса, как всегда. Кстати, кто не играл, рекомендую, потому что очень много эффектов, там брызги воды, вот эти все вихри, да и вообще игрушка действительно прикольная, в том плане, что я ее проходил полностью, здесь нормальная графика, и можно даже поиграть вдвоем на разделенном экране на 2 геймпадах. Вроде бы было, не помню уже, я во второй играл, в первый играл. Суперовая игрушка, но я в принципе своем набрал уже достаточно информации, чтобы пройти и прорезюмировать данный ТВ-бокс. Я его тестировал больше недели у себя, и можем с вами сейчас уже переходить и делать выводы. И в качестве выводов что я могу сказать? Хороший ТВ-бокс получился, действительно хороший. Действительно классный ТВ-бокс, никаких вопросов у меня к нему не возникает. По сравнению, например, с GX1 он работает точно так же. Абсолютно, ну, кроме того, что Type-C здесь, конечно, чуть-чуть перемудрили, но мне нравится. Мне он действительно нравится, его рекомендую, ТВ-бокс отличный. Все отработало отлично, любой контент воспроизводит. Советую ТВ-бокс, ждем обновления. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.